Группа Сяо Яня сражалась с рабами пламени, в то время как 7 сильнейших святых 4 звезд пытались схватить пламя лотоса очищения. Каждый из них обладал богатым боевым опытом. Хотя они впервые работали вместе, их кооперация приносила плоды. Кроме того, у них имелось преимущество в числе видов небесного пламени. Эксперт в белом начал постепенно сдавать позиции. Сяо Янь вместе со своей группой столкнулся сразу с 3 рабами пламени, в то время как остальные 7 уже были втянуты в сражение с другими могущественными экспертами. 2 рабов пламени обладали силой святого 3 звезд. Одного из них взял на себя заместитель главы Зала Душ, так как никто другой не смог бы противостоять такому уровню силы. Хотя он уступал лишь 7 святым 4 звезд, даже для него этот бой оказался крайне тяжелым. Второй раб пламени 3 звезд сражался яростно и безумно, словно обезумевший зверь. В итоге 3 экспертов святых 2 звезд были вынуждены объединиться, чтобы хотя бы сдержать его. В разгар сражения Сяо Янь применил мощную технику – ладонь желтого источника. Удар полностью рассеял светло-кремовое пламя, покрывавшее тело раба. С исчезновением пламени раб резко ослаб. В этот момент у Сяо Яня возникла смелая идея – попытаться использовать духовную печать, чтобы подчинить раба пламени. Если бы это удалось, сила его группы значительно возросла бы. Не теряя времени, он немедленно приступил. Сяо Янь сформировал печати и с помощью духовной силы начертил загадочный символ на его лбу. Как только символ был завершен, он мгновенно проник в разум раба. Внутри Сяо Янь увидел ядро его существования – светло-кремовую бусину, наполненную колоссальной энергией. Духовный символ обвил эту бусину и создал вокруг нее барьер, полностью изолируя ее. В тот же момент между Сяо Янем и рабом установилась связь. Он мысленно отдал приказ, и раб пламени немедленно подчинился, поклонился и встал рядом с ним, словно преданный слуга. Осознав, что действительно получил контроль, Сяо Янь испытал воодушевление. Теперь перед ним открывалась новая возможность. Если ему удастся подчинить больше таких существ, особенно всех 10 рабов пламени, мощь его группы возрастет до невероятного уровня. С такой силой он даже мог задуматься о противостоянии и возможном уничтожении Зала Душ. Однако Сяо Янь быстро понял, духовный символ давал лишь временное подчинение. Стоило очищающему пламени лотоса обратить внимание, как бусина могла прорвать барьер и вернуть себе власть над рабом. Чтобы установить полный контроль, требовалось извлечь эту бусину. Но в разгар боя это было невозможно. К счастью, само пламя было сейчас занято битвой с 7 святыми и не могло вмешаться. Сяо Янь оглядел поле боя. Сюнер и первый старейшина башни Пилюль уже подавили своих противников. Он также увидел Хо Сюаня, за спиной которого бушевало черное пустынное пламя 8 разрушений. Это пламя 6-го ранга значительно превосходило его собственное пламя 3000 звезд. Хо Сюань с его помощью подавлял раба пламени святого 1 звезды. Хунь Фэн, юный наследник клана Хунь, сражался с рабом пламени уровня святого 2 звезд. Их силы были равны, но бой шел жестко. В один момент Хунь Фэн коснулся тела противника и словно бы поглотил кремовое пламя. Эта сцена поразила Сяо Янь. Даже он, обладая техникой сжигания, не осмелился бы на подобное. Как мы знаем, подобным эффектом поглощения обладает лишь одно пламя – пламя пожирания пустоты. Это усилило настороженность Сяо Янь. Среди молодого поколения именно Хунь Фэн казался ему самым опасным. А в этот момент очищающее пламя лотоса было ранено объединенной атакой 7 святых. Рабы огня вдруг начали взрываться по его приказу. Гигантская волна разрушительной энергии разорвала пространство. Лишь подчиненный Сяо Яню раб остался неподвижен. Все эксперты в панике отступали. Однако не всем повезло. Несколько рабов взорвались прямо рядом с людьми, полностью уничтожив их. Из 9 рабов 6 успели самоуничтожиться, а оставшиеся 3 были уничтожены взрывной волной, не успев активироваться. Выжившие, включая группу Сяо Яня, молча смотрели на разрушенное пространство. Сяо Янь с холодом в сердце отметил, что очищающее пламя лотоса без колебаний пожертвовало столь ценными святыми. Глава Зала Душ призвал всех 7 объединить силы. Он активировал гигантскую формацию в небе, внутри которой оказалось само очищающее пламя лотоса. Гусюнер сразу узнала ее. Это была формация демонической печати.
Не раздумывая, остальные эксперты направили в нее свою силу. 6 колоссальных потоков энергии со всех сторон влились в формацию. Под их давлением из центра вырвался черный столб, покрытый древними символами, и обрушился на демоническое пламя. Глава Заладуш ликовал. На самом деле, когда он использовал формацию запечатывания небесной сети, у него были свои скрытые мотивы. Он решил объединить силы, надеясь использовать мощь 4-звездочных экспертов Душе. Чтобы запечатать пламя, все 7 святых получили ранения различной степени тяжести, что дало Хунь-Мишеню возможность воспользоваться ситуацией. Но Цзэянь смогла нарушить планы Хунь-Мишеня. Как это было? Черный столб света из формации начал искажаться под давлением, и глава Заладуш немедленно закричал, требуя от всех влить силу в формацию. Понимая, что иначе никто не выживет, эксперты стиснули зубы и направили в нее свою дуоци. Формация усилилась, но очищающее пламя лотоса взревело и взорвалось изнутри, обрушив на столб волны разрушительной энергии. Удар оказался настолько мощным, что многие эксперты побледнели и начали харкать кровью. Даже они не могли долго выдерживать такое давление. Тогда глава Заладуш пошел на крайность. Он выплюнул эссенцию крови в формацию. Остальные последовали его примеру. Под объединенной силой 7 экспертов сопротивление пламени было подавлено. Огромное тело демонического пламени начало быстро сжиматься. Формация окончательно сработала, полностью запечатав внутри светло-кремовое пламя, сжав его до небольшого размера. Эксперты облегченно вздохнули, решив, что победили. Однако спокойствие длилось недолго. Глава Заладуш внезапно рассмеялся, поблагодарил всех и тут же попытался забрать запечатанное пламя себе. Это вызвало мгновенную ярость у остальных. Но в последний момент пространство исказилось. Цзэянь вмешалась и изменила траекторию запечатанного пламени, не дав ему попасть в руки главы. Тот пришел в бешенство и приказал Хуньфену и заместителю действовать. Поле боя превратилось в хаос, где каждый стремился заполучить эссенцию демонического пламени. Сяо Янь, предвидя это, ринулся вперед, схватил печать и сразу же оказался под атакой заместителя главы. Он отбросил пламя в сторону союзников и контратаковал техникой палец желтого источника. Тем временем все эксперты бросились в погоню. Один мнимый святой даже успел схватить запечатанное пламя, но в ту же секунду был разорван атаками со всех сторон. Сяо Янь быстро передал Цзэянь и Гунаньхаю лечебные пилюли, чтобы они быстрее вернули силы. Сам он снова ринулся в бой, но его вновь остановил заместитель главы. Тогда Сяо Янь направил своего подчиненного раба пламени, а также союзников, чтобы сдержать его. Воспользовавшись моментом, Сяо Янь вновь достиг столба света и схватил его, но обнаружил, что не может сдвинуть. С другой стороны, за печать уже держался Хуньфэн. Их взгляды столкнулись. Хуньфэн холодно заявил, что никто еще не смог отнять у него добычу, а Сяо Янь лишь ответил: «Тогда я буду первым», и без колебаний нанес удар, вступая в прямое столкновение за эссенцию демонического пламени. Именно эту сцену мы видим в трейлере. Юный наследник клана Хунь против Сяо Яня. Это битва гениев. И это уже будет в следующей серии. Напишите в комментариях, как вам такая борьба за пламя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.